Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать кукольные кеды из полимерной глины. Для начала сделаем слепки с кукольных ножек, которые станут основой для создания обуви. Оборачиваем ножки куклы пищевой пленкой, затем наносим поверх нее клей, у меня это ПВА, и наклеиваем подготовленные кусочки бумаги. Добавляем еще пару слоев, делая нужный размер ноги. После высыхания аккуратно разрезаем папье-маше и осторожно снимаем с ножки. Теперь нужно склеить место разреза и заполнить форму. Промазываем клеем внутри и набиваем бумагой. Получаются вот такие формочки. Начнем делать кеды с подошвы. Чтобы подошва была плоской и не деформировалась во время выпекания, можно сначала заполнить выемку стопы полимерной глиной. Раскатываем полимерную глину в пласт толщиной примерно 2 мм. И вырезаем подошву по форме стопы. Накладываем на форму. Затем прикладываем кусочек глины и формируем носок. Выравниваем и сглаживаем стыки. Выпекаем наши подошвы прямо на форме 10 минут. При температуре, указанной на упаковке вашей полимерной глины. Теперь берем цветную полимерную глину, у меня это золотая, и раскатываем пласт толщиной менее 1 мм, который будет имитировать ткань наших кедов. Однако не стоит делать слишком тонким, чтобы он не порвался при выпекании и после. Кладем на рабочую поверхность и вырезаем шаблон язычка кедов. Осторожно снимаем с поверхности и накладываем прямо на форму. На край уже запеченной подошвы наносим жидкую полимерную глину. И аккуратно приклеиваем края язычка, прижимая и разглаживая, выгоняя все пузырьки воздуха. Ставим выпекаться еще на 10 минут. После выпекания берем нашу не полностью остывшую заготовку и аккуратно отделяем ее от формы. Снова берем цветную глину и вырезаем по шаблону основную часть кедов, не забывая отмечать отверстия для шнурков. Катаем тоненькую колбаску из глины и нарезаем ее на крошечные кусочки. Затем катаем из них шарики. Это будут люверсы для шнурков. Можно взять металлический цвет глины или покрасить их акриловой краской на уже готовом изделии. Расплющиваем шарики на рабочей поверхности и, поддевая иглой, приклеиваем их на отмеченные места. Промазываем весь край подошвы жидкой пластикой. И аккуратно накладываем основную часть, легонько прижимаем и разглаживаем. Далее вырезаем полоску шириной примерно 2-3 мм. Складываем ее пополам, чтобы получилась петелька. И приклеиваем ее к заднику кедов.
Выпекаем 10 минут. Теперь раскатываем тонкий, но непрозрачный пласт белой полимерной глины и вырезаем саму стенку подошвы. Приклеиваем ее на жидкую пластику. Вырезаем полусферы и приклеиваем их таким же образом наверх носка кедов. Затем отрезаем полоски шириной примерно 5 мм и приклеиваем их по всему периметру кедов. Отдельно вырезаем полоски той же ширины и приклеиваем их поверх, но только на носовую часть. Также, если у вас есть подходящая текстура, можно отпечатать ее на этих коротких полосках. Делаем 2 маленькие дырочки на внутренних сторонах кедов. Выпекаем еще 10 минут. Теперь раскрасим наши кеды. Берем тоненькую кисть и черной акриловой краской рисуем по всему периметру полоску на верхнем ребре подошвы. И еще одну посередине подошвы, избегая полоски носка. Затем белой акриловой краской рисуем отстрочку. Неровности линий можно убрать, легонько отскоблив подсохшую краску. На внутренней стороне рисуем отличительный знак Converse. Сначала обрисовываем белый круг, затем заполняем его белой краской. Иголочкой намечаем оси звездочки и обрисовываем ее черной краской. Чтобы краска не стерлась, покрываем кеды матовым лаком. Осталось только зашнуровать. Здесь вы можете в волю поэкспериментировать с цветом шнурков и видами шнуровки. Я покажу самый простой. И вот наши кеды готовы.